Всем привет из Шарлотты, город Шарлотт, Северная Каролина. Полгода, чуть больше мы в Америке. На самом деле сделано очень много, но проблемы до сих пор с документами и с правами. Кто следит за нами в лайв-блог в Телеграме, знаете, что мы не можем сдать уже права третий раз. Проблемы у нас еще с медицинской страховкой для нас, то есть на взрослых. Но вроде как есть вариант, что сделаем страховку. Непонятки еще по 589 форме. Мы до сих пор ждем ответа о ее принятии. Почему-то очень сильно затягивают они. Наверное, у них очень большой поток людей. А людей поток действительно очень большой. Вы, наверное, знаете, что сейчас в Америку приехало очень много людей. На самом деле слово «очень» можно написать большими-большими буквами, даже огромными. Я не знаю, в десятках тысяч или уже в сотнях измерять. Люди едут, едут и едут. Если вы планируете переезжать в Америку через Мексику, и у вас есть вопросы по поводу политического убежища, кейса, его устройства, доказательной базы, адвокатской практики, у меня для вас есть выгодное предложение. В свое время, когда я планировал переезд, я потратил очень много времени, сил, нервов и денег, чтобы найти информацию, которая могла и может мне помочь. Я ее нашел, употребил, я ее скомпоновал и готов предоставить ее для вас. Я провел более 70-часовых созвонов и тематических бесед на тему политического убежища, устройства кейса. Ведь важно, чтобы для переезда в Америку у вас было основание для запроса политического убежища. Я не рекомендую переезжать никому или планировать переезд, кто не имеет кейса. Это важно. Приглашаю вас на созвон со мной, напишите мне в личку в Телеграм, и мы обязательно запланируем время для звонка лично с вами. Спасибо, что поддерживаете нашу семью просмотрами и то, что приходите к нам на тематическую беседу. Всем спасибо, пока. Люди едут, и спустя полгода я слышу сейчас в последнее время новости о том, что многие уезжают, разворачиваются и уезжают. Кто-то уезжает прямо из Мексики. Они в этом путешествии уже очень сильно устают и принимают решение развернуться. Те, кто пересекает границу, они сталкиваются, может быть, с такими трудностями, которые не ожидали. На самом деле Америка встречает не всегда радужно. И, как я сказал, нам в каких-то моментах очень сильно повезло. То, что мы можем транслировать вот такую жизнь, и многие меня ругают, что ты говори правду, зачем эти розовые очки. Да я и так говорю правду, я говорю о том, где мы попахали, и я говорю о том, где нам повезло. Это действительно так. Некоторых гораздо все тяжелее. Wow, man. Welcome. You're nice. YouTube? Да, YouTube blogger, my YouTube channel. YouTube? Hey, man. Wow. Welcome to America, man. Wow. USA. Charlotte, we're here. Are we live? Thank you. Are we live? My English is good, sir. Live? No, it's not live. It's going to YouTube. Oh, okay. No, I feel like it was red. No, it's live. He's recording it. Oh, okay. Первое, да, с чем сталкиваются люди, это проблема сразу там с жильем, найти жилье и устроиться на работу, естественно. Просят какие-то завышенные платы, либо люди выбирают не тот район, заселяются в плохой район, там плохие соседи, да, начинаются там какие-то претензии, плохой район, никуда не выйти, даже здесь там пахнуть там анашой и так далее. Здесь легалась на хранение и употребление, сталкиваются вот с неудобством жилья, что никуда не выйти, никуда не сходить. Многие люди привыкли к такому более европейскому устройству их быта. И на самом деле, да, я могу сказать, что у среднего класса или тот, кто дотягивает до среднего класса в России, да, особенно там те, кто приезжает с развитых городов и может себе что-то позволить, здесь как бы ты, получается, делаешь некоторые шаги назад. Здесь действительно какие-то вещи как будто еще из прошлого десятилетия. Непривычно, начинает не нравиться, из-за этого получается так, негативные эмоции. Это накладывается на проблемы с работой и проблемы там, с документацией. Сейчас плохо выдают страховки, плохо принимают документы. 589-ю эта форма идет очень долго. Получается с Work Authorization, как и у меня, идет очень долго, SNN долго. На работу у некоторых устроиться получается спустя 3 недели. Я знаю, что некоторые 3 недели, 1,5 месяца кто-то сидит, не может устроиться на работу. Давайте как бы мы не будем писать о том, что да или не хочет, иди туда, иди сюда. Здесь немножко не об этом. Иногда реально у людей не получается. У кого получается устроиться на работу, типа иди, да пришел и пошел, устроился. Тем, я знаю, даже мужикам платили по $12, по 11, по $15 в час.
И еще там, когда приходили они забирать зарплату, у них высчитывали там по $1 с часу. Ну что это такое? Мы берем калькулятор и понимаем, что это просто жесть. Почему семейные, да, страдают в этом плане, может быть, серьезнее? Потому что если у тебя маленький ребенок, то садиков здесь государственных нет. Твоя жена сидит дома с ребенком, с маленьким, она не может ничего заработать. То, что заработает муж по $15 в час, вы можете сами перемножить и понять, что зарплата будет очень маленькая. К тому же некоторые работают там не каждый день, через день когда-то есть работа или нет. Люди начинают выгребать свои запасы, которые привезли. И, как показывает практика, запасы средние у людей это 20 тысяч-40 тысяч долларов. И многие совершают ошибку, едут сразу в какие-то магазины типа Икея, покупают новые вещи, покупают там, да, более или менее хорошую машину, чтобы дотягивать до того уровня, которым они жили у себя дома. И на самом деле в этом и есть большая ловушка. Когда ты приезжаешь сюда, твое сознание, оно хочет поддерживать тот уровень жизни, который был там. Деньги здесь приходят очень медленно, а тратятся очень быстро, а тот уровень жизни, он тебя толкает. Ну, что ты будешь брать кровать, там, у какой-то матрас там дешевый, возьми нормальный кровать. Ну, ты что будешь есть с этих тарелок, возьми нормальные тарелки. Ты пойдешь там покупать эту вещь, возьми вещь получше. И деньги тратятся, они уходят очень быстро. И вот как раз таки сейчас то время, когда был супер бум, да, вот это начало лета, когда было начало войны, люди поехали, и вот у многих сейчас вот как раз тот период, когда деньги закончились. В этом плане мне повезло больше, я приехал с $500, поэтому они у меня закончились на 3-й или 4-й день, то в этом плане проще. Из контекста вырвать. Я даю совет тем людям, кто везут сюда деньги большие. Закопайте их, может быть, оставьте там, пусть их вышлют. Сделайте все возможное, чтобы у вас было максимально деньги на то, чтобы выжить. Я делал видео, сколько вам нужно денег, вот здесь или вот здесь появится. Посмотрите, остальные закопайте их просто. Откопайте через полгода, когда вы поймете, как здесь нужно двигаться, где тратить, на что тратить, что можно брать и что нельзя брать. Итак, вернемся к тому, что уезжают люди тогда, когда деньги начинают заканчиваться. Работы нет, деньги закончились, все очень непонятно, потому что это реально так, ты приходишь в какую-то контору, там DMV, привет, 3-й раз мы на права сдаем, но мы сами виноваты отчасти. Sorry, sir, sorry, ma'am. Гибкость и лояльность, которая есть у нас в странах СНГ, она здесь почти отсутствует. Там, войти в положение и так далее. Все знаете, там, по мифам, да, я сделаю, наверное, отдельное видео, что есть рамки и правила, и здесь это действительно чувствует. Сэр, вот так, сэр, вот так и вот так. Там, допустим, к примеру, мой друг едет, везет регистрацию, или он может скинуть скрин регистрации, которая есть, перепутали ее. Я говорю, ну вот фотография. Нет, сэр, нужна бумажка. В итоге он ее просто взял, посмотрел и отдал мне. Ну, как бы просто, чтобы 100% я бы этот вопрос дома решил через фотографию, 100%. Поэтому, когда заканчиваются, да, деньги, люди приходят в депрессию. Почему? Потому что то, что ты там копил, то, что у тебя было ценное, ты считал, что это что-то значит, вдруг потратилось быстро, этого не осталось. И то есть вот это ощущение того, что ты как бы все потерял и ничего не приобрел. American Dream еще не скоро, а тех денег, которые ты копил, возможно, долго, или те квартиры, которую ты продал, ту машину, которую ты любил, ее уже нет. И получается, что люди расстраиваются и уезжают. Но не стоит убиваться. Что я рекомендую сделать для того, чтобы этих моментов избегать? Первое, провести ментальную подготовку перед тем, как вы соберетесь ехать в Штаты. То есть сесть и реально, как говорят, без розовых очков, привет всем там старообрядцам, подумать, что тебя ждет в ближайший год. И прямо прописать, что если вы с семьей, прописать с семьей, что да, мы готовы там спать на ковролине, там, спать на матрасах, есть там простую еду. Если у моей семьи будет что кушать и будет где спать, я уже буду доволен там целый год. И поставить минимальные цели на год. Допустим, пойду на работу за $15 и не буду себя корить, и не буду чувствовать, что я не мужчина, мое там эго и либидо, оно не будет разрушаться. То есть, грубо говоря, что я предлагаю сделать? Прописать соглашение и поставить реально самые минимальные цели, хотя бы на ближайший год. И тогда, когда у вас что-то не будет получаться, как у Женьки там, или у Васьки, или у этих, или у тех, то вы не будете себя корить, вы не будете себя разлагать и вводить себя в депрессию. Далее там, вы скажете, мы пойдем максимально в комьюнити. Где есть комьюнити? В церквях, там, на встречах там, СНГ сообществ. Не поедем в Икею, что я говорил, сразу покупать себе новое. Попробуем рассмотреть простые машины там, да, для начала. Провести вот такую подготовку
Возможно, созвониться с теми, кто уже здесь, спросить, что вас ждет или в каком районе вы будете жить максимально, примерно приготовиться уже. Я смотрел про Шарлотт в этом видео, сейчас пойду попробую пройтись и показать вам еще больше его. Надеюсь, это сможет вам помочь. Как-то так. Спасибо за поддержку, спасибо, что подписываетесь. Лайв-блог в Телеграме. Идем дальше к 100 000 подписчиков. Смотрите за нами. Как говорится, make America great again. Фух, устал. Надеюсь, без воды и по сути. Ну, классно все, классно, ребят. Все, давайте. Хорошей дороги всем. Стоит Америка, не шелохнется. Ну, грядет кризис, говорят. Дома дешевеют сейчас, ставка повышается, будет доставать деньги из экономики. Говорят, что может быть рецессия, поэтому мы, как всегда, вовремя, знаешь, через огонь и воду. Ну, пройдем рецессию, а дальше там будет что, все лучше и лучше. С 2019 года что-то каждый год люди ждут все лучше и лучше, и нифига нет. Все каждый год какая-то ерунда, 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 ерунда. И куда уже это все идет, не знаю. Неспокойно нынче время.